События, которые будут рассмотрены в этом видео, потрясли жителей маленького городка Питтсфилд, который находится на северо-западе штата Массачусетс. В конце августа 2011 года на восточное побережье США обрушился тропический ураган Айрин. 44-летний Дэвид Глассер решил переждать непогоду в своем доме в Питтсфилде. Вместе с ним были его друзья, 58-летний Эдвард Фрэмптон и 47-летний Роберт Чедвелл. Когда опасность миновала, выяснилось, что все трое мужчин исчезли. Дом, где они пережидали шторм, оказался пуст, но при этом автомобиль Глассера стоял рядом с домом, а лекарства Эдварда Фрэмптона, которые он принимал ежедневно, тоже остались в доме. Родственниками были поданы заявления о пропажах, и полицейским предстояло выяснить, стали ли мужчины жертвами урагана или их исчезновение никак не связано со стихийным бедствием. Эдвард Фрэмптон описывался как умеренно умственно отсталый, но активный человек. Он играл в баскетбол и в свое время был участником специальных Олимпийских игр. Роберт Чедвелл был другом Фрэмптона и Глассера. Он помогал подросткам бороться с пагубными пристрастиями. Дэвид Глассер описывался как человек с некоторыми умственными и физическими недостатками, который, несмотря на это, был мастером на все руки. Именно Глассер стал той ниточкой, потянув за которую полицейским удалось распутать клубок. Несмотря на то, что жертвами урагана Айрин только на территории США стало более 40 человек, детективы изначально склонялись к версии того, что исчезновение мужчин никак не связано со стихией. А все потому, что у Глассера была одна очень серьезная проблема. 2 годами ранее у него возник конфликт с высокопоставленным членом массачусетского отделения Ангелов Ада, 32-летним на тот момент Адамом Ли Холлом. Ангелы Ада – это один из крупнейших мотоклубов в мире, отделение которого есть во множестве стран. Адам Ли Холл посчитал, что Глассер украл у него карбюратор. Чтобы наказать обидчика, Холл заманил его в свой гараж, где накинулся на него с бейсбольной битой и жестоко избил. Не подозревая, чем это может для него обернуться, Глассер обратился за помощью в полицию. Спустя 2 дня после нападения, 23 июля 2009 года, полицейские арестовали Холла, который и так был у них на примете. Его обвинили не только в нападении на Глассера, но и в незаконном владении оружием и хранении запрещенных веществ. Несмотря на предъявленные обвинения, через 2 месяца Холл оказался на свободе. Его освободили под залог в размере $50 000. Спустя чуть менее года, в августе 2010-го, Холл с сообщниками организовал инсценировку ограбления, целью которой было подставить Дэвида Глассера и дискредитировать его как свидетеля на предстоящем судебном процессе, где должны были судить Холла. В машину Дэвида подбросили пистолет и бумажник подруги Холла, которая потом сообщила в полицию, что Глассер ее ограбил. Полицейские сразу обнаружили нестыковки в этом деле и связь потерпевшей с Холлом. Таким образом, афера не удалась, и вместо Глассера за решетку вновь отправился Адам Холл. Находясь под арестом, он попросил о встрече с агентами ФБР. На встрече Холл предложил стать информатором и сливать данные о незаконной деятельности Ангелов Ада в обмен на снисхождение в вынесении приговоров по его незавершенным делам. ФБР не заинтересовало это предложение, так как бюро считало Холла ненадежным и опасным человеком. Вопреки здравому смыслу, 15 марта 2011 года Холл вновь освобождается под залог. На этот раз размер залога составил $250 000. Поручителем выступил клуб «Ангелы Ада». На тот момент еще никто из членов клуба не знал, что Холл хотел стать информатором ФБР. Адам Холл должен был предстать перед судом в сентябре 2011 года. И когда за пару недель до суда исчез Дэвид Глассер, который был потерпевшим и ключевым свидетелем по делу о нападении, полицейские быстро сообразили, кто может за этим стоять. В ходе расследования полиция установила, что Холл действовал не один. 6 сентября 2011 года его и еще 2 мужчин, которых полиция посчитала его сообщниками, арестовали.
Ими оказались 46-летний Дэвид Чалу, который был членом Арийского братства, и 31-летний Кайус Вийовис, который не состоял ни в Ангелохада, ни в Арийском братстве. Внешность Вийовиса была настолько неординарной, что его изображение облетело множество новостных агентств по всему миру. Число зверя красуется на его лбу прямо между вшитых под кожу имплантов рогов. Заостренные кончики ушей, шипы в носу, шрамы на шее и лице – это только часть того, что Вийовис сделал со своим телом. Эту троицу арестовали 6 сентября, а уже через 4 дня расчлененные тела пропавших мужчин нашли за пределами Питтсфилда. Во время проведения судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть каждого из мужчин была мучительной. Перед смертью они подверглись пыткам. Детективы посчитали, что целью был Глассер, а Фрэмптон и Чедвелл оказались не в том месте и не в то время и были устранены как свидетели. Холлу, Чалу и Вийовису были предъявлены обвинения в убийствах, похищении и запугивании свидетеля. Еще через неделю арестовали 4-го фигуранта этого дела. Им оказался 55-летний Дэвид Кейси. Именно Дэвид Кейси еще до своего ареста сообщил в полицию о том, где захоронены тела. Но информируя служителей закона, он умолчал о том, что сам участвовал в захоронении останков. У Кейси был свой небольшой строительный бизнес, и, что важно, в его распоряжении имелся экскаватор, с помощью которого он вырыл ту самую яму, где обнаружили тела. Когда Кейси сообщил в полицию о местонахождении останков, и когда полицейские нашли эти самые останки в указанном им месте, они, естественно, задали себе вопрос, а откуда у Дэвида Кейси эта информация? Мужчина заговорил только тогда, когда ему пообещали, что Адам Холл и Дэвид Чалу не смогут до него добраться. Кейси сознался в том, что это именно он вырыл яму с помощью своего экскаватора. После этого его арестовали и предъявили обвинение в соучастии. На показаниях, которые дал Дэвид Кейси, были построены обвинения против Холла и Чалу. Естественно, Кейси давал показания не по доброте душевной. Ему дали понять, что он сможет рассчитывать на мягкий приговор, если даст изобличающий Холла, Чалу и Вийовиса показания. Но Вийовис – это отдельная история, о которой мы поговорим в конце. Итак, Дэвид Кейси сообщил, что 28 августа 2011 года к нему домой явился Адам Холл, с которым они познакомились около 6 лет назад, когда тот нанял его для строительных работ на его участке. Холл велел Кейси сесть в его машину. Когда он оказался в салоне автомобиля, Холл рассказал ему историю, которая потрясла его. Именно так мужчина описал свое состояние на тот момент. По его словам, Адам Холл рассказал ему, что он и двое его друзей убили Дэвида Глассера, Эдварда Фрэмптона и Роберта Чедвелла. При этом Холл в подробностях рассказал о том, как происходила расправа. Совершенное доставило ему удовольствие, и, по его словам, придя домой, он спал как младенец. Также Холл рассказал Кейси, как Глассер умолял сохранить ему жизнь и обещал не давать показаний. Но вместо пощады Глассер лишился головы. Фрэмптона и Чедвелла заставили смотреть на мучения друга, а когда закончили с ним, расправились и с ними. По словам Кейси, Адам Холл потребовал от него, чтобы он помог избавиться от тел, а именно выкопал яму с помощью своего экскаватора. Кейси хотел отказаться, но Холл пригрозил, что расправится с его сестрой и ее парнем, если он не выполнит просьбу. Опасаясь за жизнь близких и за свою собственную жизнь, Кейси согласился помочь. На следующий день он вырыл яму на частной территории, где работал в то время по найму. Холл приехал туда на машине, в которой хранились тела. Вместе с ним был Дэвид Чалу. Холл представил Чалу и сказал не беспокоиться насчет него, так как он член Арийского братства. В багажнике старого Бьюика Холла лежало около 8 мусорных мешков, которые погрузили в ковш экскаватора, а затем скинули в яму и зарыли. Уезжая, Холл велел Кейси держать язык за зубами, сказав, что даже находясь в тюрьме, сможет до него добраться. Как было установлено в ходе расследования, на следующий день Холл сдал свой автомобиль на утилизацию.
где его пропустили через дробильный аппарат. Владелец автосвалки рассказал полицейским, что автомобиль в целом был в рабочем состоянии. Единственное, что ему бросилось в глаза, это полностью отсутствующее заднее сиденье и обшивка багажника. Также нашелся свидетель, который сообщил, что за несколько дней до этого сиденье было на месте. В тот же день посетители одного из местных баров стали свидетелями того, как Холл и Чалу разыгрывали недвусмысленную сцену. Холл бегал от Чалу по бару и, смеясь, кричал: «Нет, нет, пожалуйста, не надо!» А Чалу пальцами изображал пистолет и указывал на Холла. Полицейским не удалось найти место, где происходила расправа. Они не смогли найти орудие преступления, и поэтому обвинения против Холла и Чалу основывались на множестве свидетельских показаний, которые не оставили у присяжных никаких сомнений. В феврале 2014 года Адама Холла признали виновным и приговорили к 3 пожизненным заключениям, каждое из которых не предусматривает право на досрочное освобождение. Плюс к этому он получил еще 42 года по несвязанным с похищениями и убийствами делам. В мае того же года Дэвид Чалу также был приговорен к 3 пожизненным заключениям без права на досрочное освобождение. Дэвиду Кейси вынесли приговор в декабре 2014 года. Он признал свою вину по всем предъявленным ему обвинениям. Учитывая степень его соучастия, а также то, что он был главным свидетелем обвинения на судебных процессах над Адамом Холлом и Дэвидом Чалу, окружной прокурор рекомендовал приговорить Кейси к сроку от 2 до 2,5 лет, что, собственно говоря, судья и сделал. А так как с момента ареста до суда Кейси провел под стражей в общей сложности 1000 дней, ему не пришлось отбывать наказание. Если с Холлом и Чалу все было более или менее ясно, то с Каюсом Виовисом все было не так однозначно. Дэвид Кейси, который свидетельствовал против Холла и Чалу, сообщил, что никогда не видел Виовиса и даже не слышал его имени. Давайте попробуем разобраться, могли ли былые заслуги Виовиса и его внешность сыграть с ним злую шутку. До 2008 года Виовиса звали Рой Гудфинский-младший. Проблемы с законом у него начались с юных лет. Впервые его арестовали в 13-летнем возрасте за ношение ножа. В 2000 году 19-летний Гудфинский и его 17-летняя подруга были осуждены в штате Мэн за нападение на другую, 16-летнюю девушку. Гудфинский, который в то время выглядел так, и его подруга заманили жертву в номер мотеля, где связали ее и лезвием бритвы порезали спину. Затем пара начала облизывать кровь и целоваться. Когда жертва оказалась в больнице, медики наложили на рану более 30 швов, а также сообщили об этом в полицию. Гудфинский и его подруга получили по 10 лет тюрьмы, а Рой вышел по УДО в 2006 году, но ненадолго. В том же году он и его друг были арестованы за то, что удерживали 2 стриптизерш в номере мотеля. В итоге обвинение в похищении сняли, но за нарушение условий досрочного освобождения Гудфинский вернулся в тюрьму штата Мэн. В 2008 году он официально сменил имя на Каюс Виовис. Когда именно он стал менять внешность, точно неизвестно, но к 2011 году он стал выглядеть совершенно иначе. Обвинения против Виовиса также были построены на свидетельских показаниях, но что важно, Виовис не присутствовал при захоронении тел, его не было в баре, когда Холл и Чалу изображали расправу, его имя никогда не слышал основной свидетель, он не был членом ни ангелов ада, ни арийского братства, и он не присутствовал, когда Холл утилизировал свой автомобиль. Но сторона обвинения нашла свидетелей, которые утверждали, что видели Холла, Чалу и Виовиса вместе 27 августа 2011 года. Именно в этот день, как было установлено, пропали жертвы. А учитывая, что Холл рассказывал Дэвиду Кейси о том, что расправиться с жертвами ему помогли 2 его друга, одним из которых оказался Чалу, то, соответственно, третьим человеком, участвовавшим в расправе, посчитали Виовиса. Но он категорически отрицал свою причастность. На одном из судебных заседаний он заявил, что сразу после ареста, еще до того, как нашли тела, прокурор сказал ему, что знает, что он невиновен, и предлагал заключить сделку о признании вины.
7-летний срок в обмен на дачу свидетельских показаний против Холла и Чалу. От предложения прокурора он отказался. По словам Вийовиса, он сказал прокурору, что никогда не был крысой и не позволит тому продать ему его же собственную шкуру в обмен на честность. Косвенными уликами против Вийовиса стали найденные у него в квартире иллюстрации и медицинские книги, в которых подробно описывались методы ампутации и процессы проведения вскрытия, а также большое количество холодного оружия, на котором, важно отметить, не нашли никаких образцов ДНК жертв. Плюс ко всему, в квартире Вийовиса нашли 2 газетные вырезки, каждая из которых содержала информацию о пропавших мужчинах. На суде были заслушаны показания свидетеля, который сообщил, что разговаривал с Вийовисом за пару недель до его ареста, и тот, указывая на шрамы на своем лице и шее, сказал: «Смотри, что я делаю с собой, и представь, что я могу сделать с кем-то другим». В глазах присяжных это подчеркивало садистские наклонности Вийовиса и выставляло его человеком, которому не составит труда сделать что-то более серьезное с другим человеком. Если подытожить все вышесказанное, обвинения против Вийовиса основывались исключительно на косвенных доказательствах и свидетельских показаниях, основным из которых было то, что его накануне преступления видели с Холлом и Чалу. Основной задачей прокурора было убедить присяжных в том, что третьим человеком, участвовавшим в преступлении, был именно Вийовис. Присяжные совещались 37 часов на протяжении 6 дней и в итоге признали Вийовиса виновным. Когда было озвучено решение присяжных, Вийовис не смог сдержать эмоций. «Увидимся в аду, помните это, я увижу вас всех в аду», — кричал он присяжным. В сентябре 2014 года Кайус Вийовис, так же как и Холл и Чалу, был приговорен к 3 пожизненным заключениям без права на досрочное освобождение.